Добрый день, уважаемые зрители! В этом видео я хочу ознакомить вас с разработанной нами вот такой платой Wi-Fi управления автоматическими дверьми GZ. Конкретно они предназначены для модели привода DKU-1NT. Что позволяет нам эта плата и что мы пытались решить с ее помощью? Во-первых, эта плата позволяет нам устанавливать любые параметры, которые возможно установить вот с помощью вот такого пульта DPS через интернет. То есть плата подключается к Wi-Fi на объекте, и с помощью нее можно внести изменения в любое меню, в любой пункт меню, либо просмотреть этот пункт меню, то есть настроить дверь так, как это нам необходимо и так, как это требует от нас заказчик, не выходя из своего офиса, не выезжая на объект, ну и так далее, не тратя деньги, время и все, что с этим сопутствует. Также мы можем с помощью этой платы, естественно, менять режим работы двери. Также дистанционно, либо по заранее заданному расписанию. В какой момент двери надо открыться, закрыться, перейти в автоматический режим и так далее. Зимний. Сделать с помощью этой платы обучающее движение, то есть обучить дверь ГЗ новым каким-либо параметрам, которые вступили в силу у клиента, появились, либо сбросить полностью все до заводских настроек и по новой все установить. То есть все это происходит дистанционно, без присутствия на объекте. Единственное, что необходимо от сотрудников клиента на объекте при сбросе двери, чтобы они зимний режим просто подвинули створку в то положение, которое их устраивает. Это единственная функция, единственная необходимость присутствия на этом объекте. То есть если клиент хочет поменять зимний режим, процент открывания или величину открывания зимнего режима, то он должен в процессе обучения подвинуть эту дверь в необходимый момент. Потом подождать 20 секунд, и процесс обучения пройдет дальше, так как это все делается с помощью вот этого пульта. Подключается эта плата непосредственно в два разъема на плате двери. То есть она включается в разъем DPS, вот этим разъемом своим. Вот этим разъемом она включается там, где пятипозиционный переключатель подключается. То есть она просто садится на плату и все, больше ничего не требуется, никаких подключений. Соответственно, сам этот переключатель будет включен уже через эту плату, то есть для управления дверью локально на объекте, рядом с дверью. Здесь есть на плате разъем специальный, сюда включается также аналогичный разъем, и можно подключать любое устройство управления, любой переключатель, который поддерживает, то есть вот этот трехпозиционный можно включить, можно пятипозиционный и так далее. Как это все происходит, я вам покажу в этом видео, как это все работает и как оно отображается у нас в системе управления дверьми. Также хочу напомнить, что мы первоначально разработали все это для такую аналогичную систему для дверей ГУ GS100. Сейчас она уже работает несколько лет, зарекомендовала себя отлично. Теперь мы решили расширить ассортимент дверей, участвующих в работе этой системы, то есть охват производителей. Итак, вот наша дверь ГЗ, она установлена на нашем стенде. Вот наша плата. Мы ее просто включаем вот в эти разъемы. Здесь уже подключен переключатель, мы сейчас его вот здесь вот так вот зацепим, чтобы он в ремень нам не попал. И установим нашу плату. Все, наша плата смонтирована.
Она готова к работе. Сейчас я включу дверь, и мы продолжим. Итак, наша дверь включена. Ой, плохо очень. Вот наш переключатель, который подключен к этой плате. Я его включу в режим работы автоматический. И дверь начинает искать установленные ранее при обучении предела открываний. Вот, все. Дверь пришла в рабочее состояние. Теперь мы можем, например, открыть. Вот, замок сработал. Дверь начинает открываться. Вот так. Все, дверь сейчас у нас в открытом состоянии. Теперь мы ее переведем в среднее положение, переключатель. Закрыто. Дверь у нас закрылась и перешла в состояние закрыто. То есть вот таким образом осуществляется локальное управление с помощью локального переключателя, находящегося рядом с дверью. Также мы можем производить управление дверью по Bluetooth, находясь рядом с дверью, через разработанное нами приложение. Оно предназначено только для системы Android пока и находится в Play Market. Мы разрешили подключаться по Bluetooth к телефону. Выбираем из имеющихся устройств наше. Вот оно. И у нас уже сейчас показывает, какой режим работы двери. То есть он сейчас закрыт. Надо для того, чтобы активировать управление, ввести пароль. Потому что не каждый должен управлять имеющейся у нас дверью. Сейчас я введу пароль, и мы продолжим. Все, наша дверь теперь находится под нашим управлением через мобильный телефон, и мы это можем продемонстрировать. Открыть. Все, дверь открывается. Закрыть. Дверь переходит в положение закрыто. Также это отслеживается, все переключения синхронизируются. Те, что мы производим, допустим, вот с кнопкой, переключателем, как я вам показывал раньше. То есть мы можем вот ее тоже. Сейчас у нас положение закрыто, находится дверь. Вот телефон. Положение закрыто. Кнопку переводим в положение автоматика. И мы видим, в телефоне также переключился режим работы на автоматический. То есть никаким образом нам... Вот я сейчас ее открою, дверь. Вот я открываю дверь. Сначала вот открыто. И сейчас она откроется. Она открылась. То есть дверь открылась и стоит открытой. То есть они не конфликтуют, разные источники управления не конфликтуют друг с другом. То есть неважно, откуда подана команда, она всегда будет исполнена. Также мы можем видеть на другом экране приложения, мы можем видеть индикацию пульта. То есть, как бы если бы у нас был подключен пульт, вот мы ее сейчас видим. NA, NO, DO и так далее. То есть все, что нам показывал бы пульт, вот сейчас, вот AU, то есть автоматический режим у нас сейчас. То есть пульт дистанционного управления показывал бы нам сейчас эту индикацию AU. В настоящий момент я подключил по интернету обучающий режим. И вот сейчас
происходит перебор пунктов меню, то есть автоматически. Все равно, что вы бы нажимали сейчас на пульте вот эти кнопки и переходили по меню, то есть вошли в служебный режим и искали бы пункт меню LE, то есть который и отвечает и запускает обучающее движение. Сейчас вот это все происходит, то есть без вашего участия. Фактически все это происходит автоматически. Мы находимся у себя в офисе, как я уже говорил, и запустили режим обучения. Сейчас она найдет пункт меню, который запускает обучение, и дверь, соответственно, перейдет, начнет обучаться. И мы увидим индикацию, которая вот пункт LE, и началась индикация. То есть L1, L3, дверь начинает проходить свою программу обучения и информирует нас об этом. Мы это видим на Bluetooth. И также мы это видим и на сайте, естественно. Но для того, чтобы вовремя выставить зимний режим, можно наблюдать за этим и локально. То есть, как только будет L6, мы сможем выставить, задать зимний режим, то есть дистанцию зимнего режима. Вот сейчас L8 у нас происходит. Начнется бросок. Вот он. Вы слышите, наверное. Я просто не могу это одновременно и показывать. Ну, по движению ремня вы, наверное, это видите. Вот L6 у нас сейчас. Сейчас мы двигаем зимний режим чуть побольше. Ждем 20 секунд. И дверь сама, абсолютно сама, без всякого нашего вмешательства, переходит опять в рабочий режим. Сейчас подождем еще чуть-чуть. Вот L7. И все, мы вышли из режима обучения. Дверь перешла в автоматический режим работы. Вот, в общем-то, и все. Теперь мы должны все, теперь мы можем дверь открыть, либо сделать это с помощью радара, либо вот таким образом она сейчас открылась, и мы дальше дверь у нас полностью работоспособна. Вот и все. Закрыть на замок и так далее. То есть полностью дверью. Также мы можем скорость задать, скорость открывания, скорость закрывания, назначить входы. То есть все, что подразумевает меню ДПС, все это мы можем осуществить при помощи этой платы. Наша дверь, которая установлена у нас на стенде. Мы на нее смотрели, как она выглядит на экране монитора, когда мы заходим на наш сайт управления дверьми по интернету. Что мы здесь видим? Информацию, которую нам передает дверь, текущее напряжение питания, если установлен измеритель тока и напряжения, режим работы, он синхронизируется и соответствует переключателю, установленному рядом с дверью, либо по Bluetooth заданному режиму. Вот здесь мы можем видеть все пункты меню. То есть вот все пункты меню. Скорость открывания, закрывания и так далее. Безопасность, настройки. Вот, например, что производить. Вот все пункты меню, которые у нас поддерживает этот привод. То есть этот устройство управления. Нам необходимо сейчас запустить режим обучения. Режим обучения у нас может запускаться только в автоматическом, открытом, либо режиме работы-выход. Если дверь будет закрыта, режим, вообще сервисный режим недоступен, согласно документации производителя. Проверим, как это выглядит в нашем случае. То есть мы вот пытаемся запустить обучение, нажимаем Execute.
И смотрим, что нам ответит контроллер связи на эту команду. Немножко надо подождать. Вот он сначала перешел в режим закрыто. Вот он. Not aus, да? То есть закрыто. Вот подтверждение, что команда close выполнена успешно. И дверь у нас сейчас встала на замок. Теперь должна пройти следующая команда, которую мы успели ввести в систему. Это запуск обучения. Но она не прошла, так как дверь находится в положении закрыта, о чем свидетельствует вот эта информация от контрольной связи. Не выполнена, так как сервисный режим не выполнен, так как дверь находится в закрытом режиме. Для того, чтобы войти в сервисный режим и менять пункты меню, либо произвести режим обучения, необходимо перевести дверь в один из трех меню. Выход, автоматический, либо открыто. Сейчас мы это и сделаем. Вот, к примеру, что мы сейчас увидим. Сейчас она перейдет в режим автоматический. Вот наша дверь перешла в автоматический режим, о чем свидетельствует информация от платы управления дверью. Индикация на пульте АУ. Контроллер связи подтвердил исполнение команды автоматически. Теперь запускаем режим обучения. Вот дверь сейчас вошла в режим обучения, ну вообще в сервисный режим, и производится перебор пунктов меню до того, пока она не найдет пункт меню LE, то есть который именно непосредственно запускает обучение. И это все мы можем видеть вот также на телефоне в приложении, если связь установлена по Bluetooth, либо вот на сайте в онлайн режиме по интернету. И вот найден пункт меню LE, который и непосредственно запускает режим обучения двери. И он начинает вот L1, L3 выполнять вот эти пункты, которые заложены в программу платы управления дверью. L8, вот L6 это у нас сейчас установка зимнего режима. Персонал на объекте должен установить необходимый проем в зимнем режиме, подождать 20 секунд. Ну и все. Дверь закончила обучение, вышла из сервисного режима, перешла в режим автоматический. Теперь, чтобы она начала функционировать нормально, необходимо либо радар, чтобы отработал, либо отсюда перевести ее в режим открыто, чтобы, то есть она сделала тестовое еще одно движение контрольное, уже в соответствии с теми границами, которые она заполнила. И дальше она будет функционировать уже полностью самостоятельно от радара. Вот дверь открылась у нас сейчас. О чем свидетельствует DO, индикация пульта DO. Теперь каким образом мы можем поменять либо просмотреть любой из пунктов меню. Ну вот, например, у нас сейчас стоит скорость закрывания 45 сантиметров в секунду. Мы можем выбрать возможные варианты. Например, можем установить 30 сантиметров в секунду, да, уменьшить. Get это значит считать значение, put это установить новое. Вот мы сейчас установим новое значение 30 сантиметров в секунду вместо 45. В этом случае опять будет, естественно, сервисный режим. Небольшой перебор первых двух пунктов меню. И потом будет уже перебор. Вот мы сейчас зашли в ОЦ. Вот это и есть пункт, который отвечает за скорость закрывания. Теперь начался перебор значений этого пункта. То есть 45, 40, 30. То есть вот он нашел пункт 30, поменял его, установил, записал в память двери. Также он отметил это на сайте, чтобы мы в будущем знали, какой у нас текущий режим.
И опять дверь перешла в состояние открыто. Вот как это выглядит полностью управление дверью на нашем сайте. Но это не все возможности, которые нам предоставляет установка этой платы. Мы можем подключить сюда измеритель напряжения и тока, который нам даст понимание дистанционно и сохраняет все данные. Мы его подключаем в этот разъем. Вот. Все. Теперь мы можем сохранять на своем сайте, так сказать, в облаке, на сервере, все показатели напряжения на объекте. То есть, если произошел какой-то бросок напряжения, мы его увидим там в дальнейшем, он у нас будет сохранен. И мы можем понять, почему произошла проблема с дверью. То есть, кто был виноват, это гарантийный случай или это не гарантийный случай. Также подключение этого датчика напряжения и тока видно и при нашем приложении, вот сверху. Если вы обратите внимание, вот здесь его видно. То есть какой в настоящий момент вот какое у нас сейчас напряжение и какой ток потребляет наша дверь. Но это еще не все. Также к этой плате возможно подключить вот такой радиомодуль NRF, который дает нам возможность переключать режимы работы всех дверей или любых дверей, скажем так, в здании. Если у нас в здании много дверей, мы можем их переключать, эти двери, не подходя, не одним пультом. В общем, все двери можно переключать вот таким, опять же, разработанным нами, вот таким пультом. Как он работает? Я о нем как-то уже рассказывал. То есть у него есть, он вообще рассчитан на одновременное управление 4 дверьми. То есть можно одновременно управлять, конечно, не сразу, не единомоментно, а когда двери находятся рядом. То есть в тамбуре 4 двери, мы можем между ними переключаться вот этой кнопкой. То есть какая дверь у нас активна, та у нас и показывает. Вот здесь светится первая, вторая, третья и четвертая. И какой у них режим работы, и соответственно мы можем вот этим ключом задавать этот режим работы. Как это работает? Для этого мне необходим вот такой Powerbank, который обеспечивает мобильность. Мы его подключаем. Здесь я его положу в стороночке. Вот у нас есть такой магнитный разъем сбоку. При этом наш пульт начинает самотестироваться и показывает, что все светодиоды у нас работают. Вот у нас моргают две двери. То есть это одна дверь, которая стоит рядом ГУ, другая наша вот эта ГЗ. Вот я нажал на эту кнопку, и мы переключаемся между этими дверьми. То есть вот та, что светится постоянно, это значит у нас сейчас, как сказать, операбельно, да, вот которая сейчас у нас подлежит переключению. А вторая, которая моргает, она находится в радиусе действия пульта, и мы можем ей также управлять, если мы на нее переключим. Вот я нажимаю, переключились. Это наша дверь, непосредственно вот над которой мы сейчас находимся. Дверь ГЗ. Я ее переключаю, например, в режим работы, допустим, вот закрыта. Вот она сейчас закрылась. Показывает нам, что она закрылась. Все, вот она сейчас перешла в положение закрыто. И мы это также видим. Как только мы отходим на определенное расстояние, связь теряется, и мы уже не видим эти двери. Можем идти с этим пультом в руках с этим самым пауэрбэнком. Мы можем обходить так все здание. Мы не привязаны проводами.
мы ходим по всему зданию и можем видеть, в каком режиме работы находятся наши двери, рядом с которыми мы проходим, и мы можем ими управлять. Вот сейчас я переключусь на вторую дверь, которая находится здесь поблизости на стенде. Это дверь ГУ, то есть это другой производитель совершенно. Но тем не менее, установив на него также наш контроллер, мы можем им управлять. Она также сейчас закрыта. Мы ее переключим, например, вот какой режим? Зимний. Вот зимний режим. Вот вы слышите, она открылась и стоит готова. Сейчас мы ее откроем. Вот она у нас закрылась. Вот наша дверь. Сейчас ГУ закрылась. Опять мы переключаемся на нашу дверь ГЗ. Она у нас находится в закрытом состоянии. Мы ее переводим в режим автомат. То есть вот что нам дает этот пульт. Ну, естественно, все эти манипуляции синхронизируются с сайтом, синхронизируются с приложением, и мы все это можем наблюдать. То есть вот такие возможности предоставляет нам эта плата.